Dzień dobry wszystким! Я сейчас приехала в польский городок и хочу вам здесь немного показать обстановку. Увидите все, посмотрите, как тут вообще все устроено. Это самый конец города Магнитогорска. Здесь начинается польский городок. Эти дома строили поляки. Они жили здесь, работали на ККЦ. Сейчас поляки покинули этот городок, но здесь живут обычные люди. Поэтому пойдемте посмотрим, как же раньше здесь, в России, жили поляки. Вот эти вот дома, это все польский городок, вот так до низа. И в ту сторону тоже идет польский городок. Вот эти вот скамейки раньше строили поляки еще в 90-х годах, наверное. В 80-х так все и стоит, так все и осталось. Наверное, те, кто здесь жил, они вспомнят это все, эту дорогу, эти дома. Работали они все на металлургическом комбинате, который находится рядом. Вон там вот виднеется комбинат металлургический. Магнитогорск славится своим металлургическим комбинатом. И поэтому здесь находится рядом мост, вон там вот. По нему все ехали на комбинат работать на ККЦ. А мы идем дальше по польскому городку. Здесь уже гаражи, домов больше нету. Ходить тут жутко неудобно, потому что видите, как снега много. Вон. Вот здесь вот продолжение польского городка, он идет еще туда дальше. Там дорога, там даже дальше есть бараки. Такие старые-старые здания. Видите? Вот так вот. Въезд в гаражи. Дети. Дорога такая. Видите? Вот так вот. Здесь. Вот здесь вот нас встречает польский магазин. Раньше здесь продавались товары для поляков. Возможно, даже этот магазин открыли и сами поляки. Сейчас он не работает. Да, стоит закрытый. Видите? Раньше здесь проживало довольно много поляков, поэтому, конечно, здесь были и польские магазины, и польские товары. Русские очень часто менялись с поляками товарами. Был бартер у всех. То есть здесь раньше было шумно, людно. И сейчас, конечно, этот городок засеян не поляками. Ну, может быть, тут и остались какая-то часть поляков, я не знаю. И примерно вот мы тут жили, поэтому я немного знаю этот район. Этот магазин, который уже не работает. Там, наверное, кто-то спит. Ну, в общем, я пришла показать вам часть районов этих. Вот, посмотрите. Здесь как бы небольшой такой район, но это все польский городок. В общем, те поляки, кто тут мешкал, меня поймут. Вот такая вот у меня утренняя прогулка. Видите, по польскому городку в России. Раньше тут было также много надписей на польском языке, но сейчас все закрасили. Осталось только вот это вот. Сейчас уже все закрасили, все убрали. Но все равно как бы память, она есть память. А мы идем дальше. Сейчас пойду домой. Дома нам готовят пиццу в дорогу. И я сегодня улетаю уже обратно в Питер. Очень рада, очень соскучилась по дому. Уже хочу домой. Вот. Такие вот огромные сугробы тут везде.
Очень холодно, конечно. Снега жутко много. Видите, как много снега. Тут вот у нас тоже продукты всякие разные. Вот так вот. Все бы ничего, но очень много мусора, конечно. Мусора много. А так все в порядке. Сейчас я вам покажу подъезд одного из польских домов. Вы увидите внутри, как выглядели подъезды польских домов. Мы зашли в один из подъездов польского дома в польском городке. Пойдемте посмотрим, что тут у нас. Заходишь, вот так темнота, батареи старые, видите, так вот. Вот так вот выглядит подъезд польского дома. В общем, ничего необычного. Это все пятиэтажные дома, они небольшие, ну, внутри выглядят не так плохо, вполне нормально. Видите, смотрите, помните, в одном из влогов я посылку в Польшу посылала, вам магнитик у родителей висит, а это Яся, видите, а это с Вьетнама, а это с Санкт-Петербурга. Это вот Геленджик, Тольятти. Видите? Даже с Амстердама есть. Вот так вот. Из Познани магнит. Смотрите, в дорогу пиццу мне готовит мама. Видите? Сейчас пиццу сделает, и мы с Ясей в дороге будем кушать пиццу. Вот мы приехали на вокзал города Магнитогорска. Вокзал выглядит так. Здесь сейчас почти нет поездов. Видите, памятник там дальше стоит. Памятник такой, в общем, паровоз в России во всех городах на вокзале стоит. И вот сейчас зайдем в сам вокзал. Мы идем на Ласточку. Это такой быстрый поезд междугородний. Вот туда мы идем, летим, поедем до центра Челябинской области, в Челябинск. На этом полетим, на Ласточке, на поезде таком. А Яся бегает, как обычно. Видите, вот так вот все выглядит здесь. Вокзал Магнитогорска. Видите, это площадь вокзальная, здесь же находится автовокзал. Видите, вот так вот все это выглядит. А мы уже поедем в Челябинск, и в Челябинске у нас уже самолет. Так что ждем. А это уже сам вокзал, видите? Собачка бегает. Вот так вот все выглядит. Тут, кстати, из-за того, что вокзал маленький, тут нет никакого табло, ничего. А вон там вот уже стоит поезд, на котором я поеду сейчас. Видите? Все ждут. Здесь вот Магнитогорск. Видите, вот так вот. Вот такой вот вокзал.
Тут нет табло, ничего нету. История вокзала Магнитогорска. Видите? Вокзальчик небольшой, поездов мало тут. 20 градусов сейчас. Вот так вот. И памятники какие-то тут стоят, видите? А вот и сама ласточка. Сейчас покажу. Видите, она небольшая, 2 раза в день ходит. Вот такой вот вокзал. Поездов больше нету, кроме этой ласточки. И ничего нету. Ну, вот такой вот небольшой поезд, и мы на нем поедем до центра области. До областного центра, до Челябинска. Все. Вот так вот. Да, Яся? Да. Поедем уже, да? Приедешь еще в Магнитогорск? Да! Все, мы сели в ласточку и едем уже. Поехали до Челябинска. Яся сидит. Смотрите, пустой вагон. В пустом вагоне едем. Почти нет людей.